Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Всем-всем здравия, а также каждому посылаем из своих сердец свет божественной любви, мира и добра вам. А сейчас очередной агрогороскоп, и он у нас будет рассматриваться с 9 по 13 марта 2022 года. Среда. 9 марта будет Луна находиться в знаке Близнецы, это растущая Луна уже. И четверг тоже в знаке Близнецы. Но здесь есть отменность в том, что у нас 10 будет переход Луны из первой во вторую фазу. Поэтому какие-то дела, которые можно с посевом связанные, можно делать будет 9, здесь вообще практически ничего не делаем. Но давайте более подробно сейчас рассмотрим вот эти 2 дня. Итак, 9 еще можно будет сеять семена цветов, земляники, хризантем семена на рассаду. Но это делайте, пожалуйста, сразу, предупреждаю и прошу, во влажную землю, не поливайте в это время. Вот 9 сеем, а 10 нет, нельзя сеять. Это маленькое стрессовое такое событие космическое, которое очень влияет на семена и на растения. С рассадой в Близнецах не работаем при любой ситуации. Для цветов и комнатных цветов актуальна защита от вредителей и болезней. Не переувлажняйте, не поливайте в это время и следите за тем, чтобы корням был доступ воздуха. Поливы не проводятся, гниют в это время корни растений. И, естественно, без поливов нельзя проводить подкормочку. В саду можно выкорчевывать пни 9, 10 не рекомендую, это очень сложно будет для вашего тела, потому что мы наблюдаем переход Луны из первой во вторую фазу. Здесь нужно проводить себя в более-менее спокойном состоянии. Ну, это для тех, кто занимается садовыми работами. Зеленые операции можно проводить. Заготовки в дни Близнецов и 9-10 прекрасно. Но квашение нельзя делать, потому что это будет капуста, допустим, будет сухая, жесткая. А вот настойки как раз очень хорошо готовить. Делайте свои травы, доставайте и заливайте различными настоечными препаратами, все, что есть и что кто делает. Получится настойки очень хорошо. Растущая Луна, знак Близнецов, прекрасно. С рыбалкой пока никаких вопросов, потому что нельзя выходить на растущей Луне к рыбе. И помните, что уже скоро нерест, поэтому не беспокойте рыбу. Сбор почек и хвои. Еще можно это сделать 9 марта. А уже начиная с 10 эту работу прекращаем. Не только это связано с тем, что это будет далее знак, неподходящий для того, чтобы беспокоить растения, но и растущая Луна. Поэтому вот это у нас завершающий день пока в марте. Ну а на убывающей Луне мы заранее будем предупреждать об этом деле важном. Для комнатных растений пишу комнатные цветы, но это комнатные и овощи, не только цветы. Мы эту рубрику ввели, просто так вот у меня получилось, потому что цветут у кого-то огурчики, у кого-то уже вяжут помидоры на окне. Есть специальные такие растения, что для них, для комнатных растений, зеленые операции можно проводить, а также защиту от вредителей и болезней. Ну а все остальные агроприемы это как для всех растений, точно так же. Ну а теперь рассмотрим все дела, которые связаны у нас с периодом нахождения Луны в знаке стихии воды. У нас Рак с 10 часов 25 минут уже 11 марта, 12 марта все 24 часа. Практически все почти что сутки, тут очень мало остается, чуть больше часа. 13 марта это уже Луна перейдет в знак Лев, но еще будут ощущаться энергии стихии воды, Рака. Поэтому смотрите, что у нас получается. Вот эти 2 дня можно полностью будет работать с посевами и посадками. Знак Рак, растущая Луна, здесь работа только с вершками. Но вот я хочу, чтобы вы себе сделали где-то заметочку, что 11 можно только с 11 часов начинать посевы,
А вот 13 нужно до 16 часов 30 минут их завершить. Здесь ограничений нету. Что мы можем посеять в это время? Можем посеять семена перца, томатов, баклажанов, огурцов. Кто-то кабачки у меня спрашивал, сеете кабачки, капусты, любых зеленых культур, цветов. Вот это все очень хорошо для вершков, сеете на рассаду. Сразу же отвечу на вопрос. Вот вы советуете в знак стихии воды, а как же вот по крепости растений? Далее пикировку, пересадку, перевалку и посадку делаете в знаках стихии земли, и получается выравнивание вот этой программы, и получается все хорошо. Ну вот следите за дальнейшими выпусками, мы будем и дальше эти темы освещать. С рассадой работаем 11 марта с 11 часов утра. Здесь 12 марта все сутки, а вот смотрите, 13 только до 17 часов. Для цветов и комнатных растений одинаковые работы. Сеять можно семена цветов или каких-то комнатных растений. Тоже в это время можно это делать на рассаду. Пересадка, перевалка, подкормки, различные работы с вашей рассадой. И цветы у нас растут на подоконниках, различная рассада. Вот все, что нужно с ней, вам пришло время сделать, делайте. Все эти работы будут хороши с 11 часов 11 марта и завершаться 13 марта до 16 часов 30 минут. В связи с этим поливы, подкормки, пожалуйста, будьте внимательны. Здесь поливы у нас после 10 часов, подкормки в вечернее время. И здесь 13 марта, воскресенье, нужно все поливы до 20 часов. Это крайний, лучше раньше это сделать, крайний срок. Ну и подкормки до 10 часов утра, для того, чтобы вот эти все питательные вещества успели быть принятыми растениями. Так что постарайтесь вот этот график выдержать. В саду очень актуально кормление птиц. Кормили, и вот сейчас в связи с разными ситуациями птицы оставлены один на один. Находите в себе силы, они такие же живые души, и им нужна наша помощь. Все 3 дня ничего в саду нельзя делать, но зато займитесь, пожалуйста, нашими пернатыми помощниками. Зеленые операции все 3 дня не проводим, заготовки ни в коем случае, квашение тоже не проводим, настойки в это время не готовим, на рыбалку не выходим, не собираем почки и также хвойные частички, кусочки наших хвойных растений. Здесь тоже эта работа запрещена. Зато для комнатных растений, овощей, поливы, подкормки, здесь после 10 часов 30 минут можно поливать, подкармливать, защищать биопрепаратами. Поливы, подкормки, видите, здесь у нас 13 марта только эту работу можно делать, поливы, подкормки. Крайний срок 20 часов, до 20 часов. Следующая наша рубрика «Луна для дома и для здоровья». Что нужно здесь учесть? Смотрите, у нас очень много «нет» написано. И поэтому у нас период с 9 по 13 марта рассматривается. И будьте внимательны, здесь очень интересно работать будут различные энергии. Вот что касается 9-10 в Близнецах, печка в это время нормально горит. Стихия воздуха, ветер прекрасно получается. Естественно, если же вдруг дождь или тучи, дождь, снег, то в это время, естественно, будет сложно растопить печку. Бывает такое, что во время вот этой стихии воздуха бывает, что вот мчатся в различные регионы циклоны. Поэтому снова же наблюдаем за погодой. Тесто нужно обязательно, это знак стихии воздуха, нужно обязательно чуть-чуть увеличивать жидкость или же уменьшать количество муки. Оно получается, что очень быстро подсыхает, и те же вареники, мне все время сложно успеть их порезать, вот эти треугольнички или кружочки, и быстренько их склеить. Очень быстро высыхает тесто, поэтому вот здесь вот нужно чуть-чуть больше жидкости. Рукоделие пока не приветствуется. Обратите внимание, вот, что касается стрижки волос, стрижки ногтей,
то вот этот день, 9 марта, он подходит для вот этих видов работ. Далее все это у нас уже будет запрещено. Поэтому стригите волосы, стригите ногти. При покраске используйте органику, органические различные краски. Мойте волосы. А вот что касается вот новой рубрики «Уход за кожей», мы ее сейчас добавили по вашим заявкам. Это знак стихии воздуха. И сушится, высыхает очень кожа, поэтому и в это время очень сложно, оно не принимает тело, как и клеточки растений. Все клеточки нашего тела заняты в это время тоже дыханием. Поэтому для этого периода не используем увлажняющие маски. Они бесполезны. Очистку кожи не проводим, у нас растущая луна. Мы уже знаем об этом, просто напоминаю. Можно делать ремонт в это время, знак стихии воздуха, и проветривать вещи в случае, если у вас хорошая погода. Стирка. Можете стирать, но качество будет никакое. Уборка тоже, потому что все быстро высыхает, и стирка плохо стирается, пятна остается. Начало инкубации пока не проводим. И здесь у нас практически все то же самое, поэтому 9-10 одинаково в знаке стихии воздуха близнецах. Все вот наши работы. Единственное, что у нас вот работы с волосами вот здесь уже нельзя проводить. А нельзя проводить, потому что будет Луна переходить из первой во вторую фазу. Это небольшое новолуние или полнолуние. Это стрессовая ситуация, поэтому никаких работ с волосами, с ногтями, ничего это не делаем. Вот видите, какая разница? Вот то, что я вам говорила, единственная разница вот в этих днях. Это что касается 10 марта. А теперь здесь тоже одинаково у нас. Пятница, суббота, воскресенье, 11, 12 и 13 марта. Да, в знаке рак обычно дым идет обратно. И печка, и камин. Мы уже это знаем и очень аккуратно в это время делаем наши работы с печкой и с камином. Тесто. Вот, казалось бы, здесь нужно добавлять жидкость. А вот здесь, в период нахождения Луны в знаке стихии воды, в раке в данном случае, тесто ведет, если то же самое количество вот, по рецепту. Берем ровно столько молока или же воды, в тесто начинает плыть. Но вот мне подсказали, что нужно вот такое слово использовать, ведет, плывет в это время тесто, поэтому уменьшаем здесь количество жидкости для того, чтобы тесто не плыло, не вело. Рукоделие. Да, рукоделие в раке не подходит. В это время люди не настроены на творчество. Стрижка волос отменяется, стрижка ногтей тоже отменяется. Покраска волос отменяется, бесполезно в раке, не красится хорошо. Просто испортите себе и настроение, и качество никакое не будет. Мытье волос тоже не приветствуется, очень плохо качество мытья, качество волос мытых, они быстро жирными становятся, и еще и перхоть появляется. А вот эта новая рубрика «Уход за кожей». Вот это время, именно на растущей луне, увлажняющие различные маски, влага в это время есть в коже, и принимают вот эти питательные увлажняющие маски наше тело, наши клеточки, и их можно использовать. Но это не очистка, это не чистящие различные средства, мы их пока не используем. На растущей луне это не пользуемся, только подпитка. Далее, ремонт не проводится, проветривание вещей бесполезно в этом знаке. А вот стирка шикарно, в раке получается очень хорошо. Ну вот такой парадокс, всегда я удивляюсь, стирается прекрасно, ну а даже ветер хороший, солнышко, влажность ощущается. Зато хорошо гладится, утюг в руки и прекрасное белье получается. И уборка в это время прекрасно получается. Так что в эти дни можно как раз выходные, пятница, суббота, воскресенье можно использовать для того, чтобы привести в порядок свой дом или что-то еще. И вот это начало инкубации. Напомню, что для каждой
каждого вида птицы есть определенное количество для инкубации. Так вот, очень хорошо получается выход молодняка, здоровой получается птица, если ее закладывать в период, вот, чтобы они вышли у нас, вот эти птички, цыплята, в дни полнолуния, сожженного пути полнолуния. Так вот, если заложим 11, 12 или 13, вот эти 3 дня закладки на инкубацию именно куриные яйца, у вас получится очень хороший выход молодняка вот такой прекрасной птицы, которая называется курочки, куры, петушки. Вот, пожалуйста, используйте вот эти 3 дня, вот пришел этот период. Вот. Так что вот такой у нас интересный сегодня, больше красный агрогороскоп для дома, для наших хозяйственных дел и для организации нашего быта, для того, чтобы он был у нас приятен, прекрасен и приносил удовольствие для тела и для Луна души. для здоровья. В первую очередь рассмотрим 9 и 10 марта, когда Луна будет находиться в знаке Близнецы. В это время очень уязвимы наши легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. Поэтому во время нахождения Луны в знаке Близнецы нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, бронхах, трахее и языке. И особо обратите внимание на 10 марта 2022 года. Это время перехода Луны из первой во вторую фазу. Поэтому нельзя проводить в этот день любые операции. Это то же самое, что новолуние или полнолуние. И еще одна подсказка. В этот период, когда Луна находится в Близнецах, обостряются заболевания различные простудные, астма, ларингиты, плевриты, пневмонии, а также заболевания щитовидной и вилочковой желез. 11, 12 и 13 марта Луна будет находиться в знаке Рак. В это время уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, 12-перстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная и пищеварительная системы. В дни, когда Луна находится в знаке Рак, нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах. Как и в предыдущие дни, дни Близнецов обостряются в это время астма, трахеит беспокоит, пневмония, гастриты, язва желудка в это время дает о себе знать, диабет, изжога. И, естественно, не допускайте в это время переохлаждения и не проводите голодание. Очень хорошо на растущей Луне проводить лечение артритов, артрозов, радикулитов, суставов, желчного пузыря, межпозвонковых грыж, зубов, костей, а также эффективно заживление переломов. В дни нахождения Луны в Раке, пожалуйста, не допускайте агрессию и перепады настроения, как бы это сложно не было. Находитесь в мире, в состоянии покоя. Конечно же, тот, кто находится сейчас в сложных ситуациях, они эти строчки не читают. И у них нет возможности выбирать из продуктов то, что можно, что нельзя. Но все равно, те, кто слышит, читают и наши рекомендации используют, не используйте, пожалуйста, в это время сырые овощи для питания, холодную еду и холодные напитки. Пища должна быть легкой. Салаты готовьте из отварных овощей, различные овощные супы, ржаной хлеб очень хорошо в это время, морепродукты, речная рыба, морская капуста, картофель, топинамбур. Хорошо готовить сейчас морковь, свеклу и используйте в питании различные орехи, то, что у вас есть, ну и если доступны какие-то экзотические фрукты. Вот и подошел к завершению сегодняшний наш выпуск. Мы из своего сердца отправляем каждому человеку на земле свет божественной любви. Отправляем вам мир и гармонию
Это то, что сегодня нужно каждому. Всем вам добра, всем вам здравия и до новых встреч на нашем канале.